Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Ритмы океана. Какой мусор уносит отлив и какое сокровище прибивает к твоим ногам. Расклад, как всегда. Сделаем по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов, которые будут озвучены сразу после сигнификации. И в конце расклада в качестве бонуса будет совет психолога. Поэтому советую вам досмотреть до конца. Надеюсь, это будет вам интересно и полезно. Итак, вы замечали, как красиво море прощается с тем, что ему больше не нужно? Оно не спорит с отливом. Оно знает, чтобы принести жемчуг, нужно сначала обнажить дно. Сегодня мы будем говорить о ваших личных ритмах, о том, что прямо сейчас уходит из вашей жизни, оставляя после себя тишину. Не бойтесь этой тишины и пустоты. Океан никогда не оставляет берег пустым. За каждым отливом, который забрал у вас лишнее, стоит прилив, который несет вам драгоценность. Итак, делаю вашу сигнификацию. Какая девочка пришла на расклад? У нее перевернулась белая ворона, какие-то страхи, агрессия. Интересно. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты, как здорово. Прекрасная женщина, принцесса. Характеристика у вас наивысшая. Это сродни императрице, да, в классике. Женщина, которая умеет любить. Да, это, знаете, отчасти это ваш крест. Может быть, вот это вот любящее сердце, где-то всепрощающее, где-то дающее сердечко, это дающее шансы. Это накладывает отпечаток на всю вашу жизнь. Может быть, если бы вы были бы более рациональный, кто-то более меркантилен, кто-то менее чувствителен, то ваша судьба бы складывалась совершенно по-другому, по-иному. Но вы такая, какая вы есть, вы замечательная, умеете любить. Для вас любить равно дышать. Тут смотрите, какие на вас карты. Ангел, посланник высших сил. Для многих вы являетесь этим ангелом. У кого-то это может быть род деятельности, связан с помощью. Правда, направляете людей, поддерживаете. Сама по себе такая. Мне карты что показывают, то показывают. Тут не льщу. Конкретно так все и показывают. Девочки, гармония и одиночество. Женщина самодостаточная, которая может быть вам комфортнее самой собой. Да? Вы хотели бы, может быть, на данный момент больше уделять себе именно внимание, проводить с собой, разобраться в себе, в собственных каких-то там желаниях, мечтах, потребностях. В принципе, женщина, которая на самом деле, тут карта принц и гармония, знает себе цену. И тут уже, видать, это все опытным путем проверено. Принцесса и принц. Вы говорите, я хочу достойного партнера, каких-то классных, равноправных взаимоотношений. Может быть, правильно выстроенных, гармоничных этих взаимоотношений. Опять-таки, энергообмена, равноценного. Тут об этом, о том, что для вас очень важно поменьше каких-то тут качелей эмоциональных, каких-то созависимых отношений, токсичных. Нет, вы не про это. Тут женщина, которая уже осознала ценность вот действительно любви, ценность той любви, которую вы можете дать. Вот тут так даже. Очень гармоничная. Тут из тех девушек, которые могут сказать, я к вам не лезу, и вы, пожалуйста, ко мне не надо, не лезьте ни со своими советами, ни с пожеланиями, да? В своей жизни вначале разберитесь, а потом давайте советы мне. Как-то так мне идет. Вот такая вот девочка. Так.
знаете, вот прям по этим картам мне даже мурашки по коже. Здоровая психика. Может, вы сейчас смотрите и говорите, ну уж, как сказать, да? Ну, карты показывают, может, вы внезапно выздоровели, да? По крайней мере, мне показано, у вас запрос на здоровые взаимоотношения. Вот так, как-то. И вы даете отчет тому, повторюсь, тому, что вы ценны. И вам, соответственно, нужен такой же партнер. Так, о чем это? Ну, опять вот спрашиваю, это я тут буду читать какой-то ваша судьба, ваша, как вам сказать, вот как я это вот считываю, это, хотел сказать, ваша жизненная кредо, да, всегда. Вот тут, да, другими словами, ваш девиз, ваша жизненная кредо. Карта сердца, тут карта сердца. Любящее сердце. Женщина, которая по ангелу поддержит, наполнит этой любовью, вдохновит тут любого. И на подвиги, и на все вдохновит. О, лучше бы я не докладывала. Ну, у кого-то, девочки, знаете... Так, это в прошлом. Да, это в прошлом. Эх, не на ровном месте тут вы со здоровой уже психикой, видать, подлечили многие свои какие-то тут были, знаете, у кого-то и созависимые отношения, и качельки, это все было. Мне показано какой-то процент девочек, может быть, и в взаимоотношениях были, у кого-то это там длительная, да, семья, может быть, с партнером. Мне, как показали, я так и озвучиваю, девочки. Карта скука, и тут третьи лица. Девочки, у кого-то может быть семейный быт, какая-то вот равномерная эта жизнь, отсутствие романтики, отсутствие какой-то период у вас был в жизни, такой вот период, да, вот где, может быть, так хотелось вот вновь почувствовать себя какой-то сексуальной, наполненной, яркой, желанной. Скука. Вместо того, чтобы, может быть, свою жизнь самой делать более яркой, наполнять там этими красками, там, новое хобби, новые знакомства, опять-таки, какой-то быт, спорт, вот, себя вот как-то растормошить. Некоторые тут из девочек могли подвлюбиться на стороне карта трио или разочаровались в своем партнере, возможно, и могли где-то попытаться поменять свою как судьбу жизни, другого начали искать партнера. Карта развилка, выбор был. Другими словами, подвлюбились где-то, да. Но история о том, что это все как вот в прошлом, это закончено. Карта очищения. То ли этот ваш какой-то опыт не особо удачно закончился, то ли действительно сделали выводы, что лучше я буду свою жизнь сама делать яркой и не ждать ни от кого. Опять-таки, мне кто-то раскрасит ее яркими красками. То ли действительно вам нужен был этот опыт. Для чего? Для того, чтобы, может, ценность вашего союза кому-то осознать и, в принципе, осознать, чего же вы хотите на самом деле. Вот тут как-то карта очищения, это я тут как урок какой-то, вы прошли уже. Что показали, то показали. Вот такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, какой же мусор уносит отлив и какое сокровище прибивает к твоим ногам? Первое у нас то, что уже ушло, но чье отсутствие ты все еще болезненно ощущаешь. Что ушло, вы отсутствие еще болезненно ощущаете. Так. Что именно судьба забирает у тебя прямо сейчас, для твоего же блага? Это скрытый мусор какой-то. Как бы это грубо ни звучало,
такой расклад, девочки. Я ни при чем. Так, следующее. Скрытые процессы в твоей жизни, которые подготавливают почву для перемен. Угу. Следующее у нас дар прибоя. Да. То самое сокровище, которое появится в твоей жизни в ближайшее время. Ух, мне интересно, что же это за сокровище какое-то. Под 2 метра ростом, да, с пронзительными какими-то голубыми глазками. Ладно, что голубыми? Голубыми, может быть, зелеными, ярко-зелеными или карими, ну уж не знаю. Так, твое состояние через месяц, когда ритм жизни стабилизируется, и ты увидишь ценность перемен. Посмотрим ваше состояние. Ой. Первое. То, что уже ушло, но чье отсутствие ты все еще болезненно ощущаешь. Ух ты, ё-моё, это что такое? Павлины какие-то ушли с вашей жизни. Деньги, грязь, ящик Пандоры, трансформация. Ну, девочки, у кого-то из вашей жизни ушли какие-то, знаете, как вам сказать, по ящику Пандоры, какое-то такое состояние на грани фола, да, какие-то, может быть, опять-таки, у кого-то созависимые отношения, у кого-то это, тут, как вам сказать, тут какое-то состояние такое, с одной стороны, это то, что вас могло будоражить, но это 100% добавляло вам, знаете, как перчинки какой-то, но с другой стороны, рядом карта грязь, это же было и токсично. Может быть, какие-то взаимоотношения, где очень много было непонятного, где вот какие-то как пики, да, с одной стороны, эйфория могла быть, соблазн, искушение какое-то вот по ящику Пандоры. И при этом рядом карта смерти, это скорее, знаете, как будто бы какой-то процент всегда оставался того, что вы сами могли додумывать, фантазировать, может быть, даже планировать типа с кем-то, вот эти какие-то, может, запретные взаимоотношения, какие-то осуждаемые социумом, трудно реализуемые, это вот все сюда. Плюс еще, ну, это уже ушло, но отсутствие вы еще болезненно можете это ощущать. При этом, вот повторюсь, эта карта грязь, это говорит о том, что мутная история какая-то была. И вы, может быть, и понимали, что вам дискомфортно в таком состоянии. Может, состояние неопределенности, может, состояние, где каждый раз там ревность какая-то, опять-таки, если там третьи лица присутствуют в этих историях каких-то, то это сюда же эту карту грязь, карта грязь. Да, вы, может, не свободны, мужчина какой-то не свободен. И тут как по лезвию бритвы, ящик Пандоры. В любой момент это может история открыться. Или вы могли себя порицать даже за какую-то влюбленность, если мужчина не свободен. Тут все вот сюда. Но это как будто бы уходит. Угу. А кто-то тут так долго, вот сочетание вот этих карт, так долго ждал, когда же ситуация изменится, когда, может быть, какая-то стабильность будет, когда хоть объяснение какое-то случится со стороны мужчины, там, или у вас взаимные объяснения будут. Так, что еще уходит? Ну, как я вот это вижу, девочки? У кого-то... Так, все-таки я доложу, этот павлин. Это кто? Павлин. Это вы, павлин? Ой, нет, это не вы. Карта безденежья и коса. Это скорее вы настолько какого-то... Ну, это мужчина какой-то. Мужчина, который мог вас в иллюзии погружать. И который, как будто, знаете, создавал вот эту иллюзию того, что вы можете к нему ключик подобрать. Ты старайся, дорогая, ты можешь ко мне ключик подобрать, но я посмотрю со стороны, типа, достойна ты меня или нет. Даже так могло быть.
Тут могло быть, человек вызывал у вас ревность, а могли изначально вот как подвлюбиться и несвободного. Ладно, тут все вместе. Смотрите, тут уходит ваше какое-то, с одной стороны, такое прям эйфорийное состояние. Изначально, если вы подвлюбились вот в какого-то такого павлина, да, вам хотелось летать, вам на крыльях тут любви, да. У кого-то вы чувствовали себя той самой сексуальной, желанной. Может, ни с одним мужчиной рядышком вы себя так не ощущали, как с этим. Но, девочки, павлин — это уже тут такой подтекст, мужчина ставит себя выше всех, да. Любит, холит, лелеет себя, и, соответственно, свои потребности, свои желания он на первое место ставит. Тут закрывает их в первую очередь. А тут по поводу вас это уже как остаточный какой-то вопрос. При этом тут не зря рядом с этим павлином финансы и грязь. У кого-то, может быть, мужчина уже в своем ритме свою жизнь выбрал, да, тут уже налаженная. И не готов он был ради вас тут, честно, менять ни жизнь, ни тем более лишаться каких-то финансов, тем более если он там не свободен, там общая недвижимость, общий какой-то бизнес. Тут вот такой грязь, как будто бы мог давать вам надежду на то, что взаимоотношения с ним будут там дальше простраиваться, все у тебя может получиться с ним. А с другой стороны, вы четко в один момент осознали, что он довольно расчетливый, циничный, прагматичный, и вы, может, надеялись, насколько вы влюблены, соответственно, так и думали, и он же точно так же. А оказалось, все совсем не так. Абсолютно как будто бы разные у вас могли тут подходы и взгляды на взаимоотношения, на формат этих взаимоотношений. Тут вот как-то так. Так вот это все уходит, девочки. Но уже ушло. Болезненно вы можете ощущать, знаете, как, о чем? Болезненно ощущать вы можете сожалеть о потраченном времени, о потраченных каких-то шансах, которые, может быть, давали. Вот это вот сюда. Ну, это ваш опыт, мой хороший, по-другому никак. По-другому ни с кем другим бы вы этого всего не прожили. Может быть, не осознали ту собственную ценность. Вот. Все сюда. Так. Дальше. Что именно судьба забирает у тебя прямо сейчас для твоего же блага? Скрытый мусор. Какие-то ограничения. Ух ты. Страсть, которая может накрывать с головой, как в омут, да, но после этого ощущения ребенок сидит на ступеньках, плачет, коленки сбиты, разодраны штаны. Это история о том, что если вы вовлекаетесь головой в эту страсть, да, абсолютно безбашенно можете там, ну, не знаю, сами жертвить собой в надежде на то, что это к чему-то там приведет. Да тут даже без надежды, когда страсть накрывает, тут вообще мозги могли отключаться, то по факту потом могли получить вот такого вот внутри, как вы как ребенок плачете, может быть, говорите, за что, почему он так игрался со мной. Ну, тут как-то так вот. И судьба забирает вот этот мусор. Это, опять-таки, вот эти вот ограничения, которые вы могли сами в них влезть, в эти ограничения, сами себе, ну, проблемы сделать, да, выбрав, может быть, мужчину, руководствуясь исключительно вот как вот сердцем, вот, порывом, вот такой какой-то, может быть, знаете, как кто-то поспешил во взаимоотношениях, кто-то не захотел этого мужчину ни с кем делить, может, побоялся потерять, опять-таки, тем самым тоже, да, ну, давая ему понять, что он для вас это что-то такое настолько ценное, что вы где-то, может, даже предали себя во взаимоотношениях. Вот, ну так вот такое ваше отношение вот к мужчине, и вот это вот забирает, это все забирает вас. Ритуал, лилия, время. Но в то же время забирают у вас, знаете, что по карте лилия это чистота помыслов, намерений, это где-то наивность, доверчивость. Это, девочки, это где-то вот
не знаю, как это, я бы назвала тут сочетание, как это какая-то вот безусловная любовь, и тут еще и страсть, это темперамент, тут как будто бы вот такое комбо, да, сочетание. Мне прямо в голове вот эта песня, слова смогу ли я когда-нибудь еще вот так любить. Ну, дальше там много-много всего. Вот тут вот так вот, как будто бы вы, может быть, в моменте, когда вы испытывали эти чувства, вы понимали, я никогда никого так не любила. Я ради этого человека готова была, ну, практически почти на все. Вот. Так вот это вот какое-то безумство, вот это убирают. Почему? Потому что, ну, вы уже тут прошли, повторюсь еще раз, эти уроки, хватит. Карта время. Так, ну о чем это? Ага, время дало вам понять, что нельзя обесценивать себя, нельзя соглашаться на взаимоотношения, где мужчина, может, до конца не определился, между двух женщин там, да, бегает, выбирает. Или, в принципе, где мужчина, ну, обесценивает вас, вашу любовь, может, не вы для него на первом месте, да, а вы как-то по остаточному принципу. Вот тут что-то такое, тут как будто бы вот это вот забирают у вас. Ну, то есть взамен идет ваша осознанность, ваше желание выбирать себя, может быть, выбирать не какие-то, тут, конечно, страстные, но токсичные взаимоотношения, а выбирать свою счастливую жизнь, здоровую любовь, вот так вот, здоровые эмоции. То есть для вашего блага вот эти какие-то страсти тут, которые в то же время вас как в клетку загоняют, это все убирают. Так, скрытые процессы в вашей жизни, которые подготавливают почву для перемен. Ага, смотрите, вы сейчас учитесь держать при себе свои ресурсы, свои, может быть, там, ну, свою энергию, любовь, нежность, заботу, у кого-то время, да, опять-таки уже выводы сделали, у кого-то материалку даже больше, если раньше там распылялись, готовы там отдать были вся и все, себя снять последнее. Я утрирую, но вы поняли, да, то сейчас, скорее всего, вы задумались о том, что если я сама о себе не позабочусь, то кто обо мне позаботится? И самый любимый человек в моей жизни — это я. Должна быть. Поэтому, соответственно, для меня это все должно быть так же. Так, скрытые процессы, которые подготавливают почву для перемен. Страх, Эрос. Ух ты, ё-моё. Ну, тут, конечно, прививочка получена вами, будь здоров, по поводу страстей, по поводу этих влюбленностей, которые накрывают с головой. Тут подготавливают почву. Смотрите, с одной стороны, по карте звезда, вы, скорее всего, начали больше задумываться о том, чего именно вы хотите. Какие-то, может быть, ваши там мега-мечты, которые уже давным-давно у вас в голове сидят, цели какие-то там уже, может, оформленные, но вы это не реализуете. Может быть, вы приблизились к реализации или задумались, наконец-то, как мне это все, может быть, внедрить, реализовать. У кого-то тут видение такое себя, вы говорите, я не хочу наследить в этой жизни, я хочу после себя оставить след какой-то, как минимум для близких, родных, чтобы это было им, ну, для их пользы. Ну, тут даже более как-то глобально я вижу. Это женщина, вот, это процесс какой-то у вас идет, вы говорите, да, мне хотелось бы вот тут реализовать кому-то свои таланты, тут как-то раскрыть свой потенциал. Ой, но дальше какие процессы идут? Вот тут вот вы говорите, я так уже устала обманываться в людях, тут волк в овечьей шкуре. Где-то сталкиваться опять с жадностью. Жадность этих людей — это о чем? О том, что они от вас, может, как потребляют, берут, а в ответ вам фиг там, да. Вместо добра, наоборот, придут, нагадят еще и с претензией с какой-то.
И вы тут еще процесс, вы очень уже, тут карта страх, очень уже боитесь, может быть, залипнуть в очередной раз какие-то, тут карта Эрос, вот эти вот сексуальные истории, где опять-таки вы боитесь, что у вас как почва из-под ног уйдет, весь мир перевернется вверх тормашками, да. И ну, тут кто-то действительно не хотел бы больше вот этих страстей каких-то испанских, итальянских, я уже не знаю каких. Что-то такое, такие какие-то процессы мне показали. Дальше. То самое сокровище, которое появится в твоей жизни в ближайшее время. Ох, что это у нас тут? Гром среди ясного неба, токсичная ярость, манипуляция, иглы, свечи. Ну, и что тут появится? Мне прям интересно. Мне показано, какое сокровище тут появится. Ну, вот как я могу это все прочесть, это последняя карта свечи, это как лечение, это как оздоровление девочки, скорее всего. Это как возвращение вам, кому-то вашей энергии. Энергии, которую, может быть, вы вкладывали в какого-то мужчину, во взаимоотношения. Это как идет вот очищение, выздоровление, восстановление вас после какой-то, может, какой-то как любовной истории, где вот вы уже измотаны, где вы не знаете, где выход, а тут вот выход найдете. Ну, так, самое сокровище, которое появится в жизни в ближайшее время. У кого-то хорошо, у кого-то тут может быть неожиданно для самой себя, как вариант. Я не утверждаю, тут может некоторые из вас могут даже разозлиться. Разозлиться, ну тут не то, что на себя, нет, тут может быть на каких-то людей, которые попытаются вами манипулировать. Вот тут как марионетка, дергать вас за ниточки, вот за веревочки, за эти. Тут может быть ваша какая-то вот, знаете, какая-то ситуация может такая складываться, где вы вынуждены будете тут кому-то дать отпор, вынуждены кого-то на место поставить, точки над «и» расставить. А при этом не идет, даже если раньше вы, может, боялись там сказать «нет» лишний раз там, или как-то отстоять себя, то у вас какая-то такая тут трансформация происходит. Повторюсь, это как совокупность каких-то, может быть, вот событий даже, да, вот там, вот так лягут карты, и вам придется, это непривычное для многих из вас какое-то состояние, где вам придется, повторюсь, может быть, как отстаивать себя, и вы прям будете удивлены, но и у вас будет уважение к самой себе. Вот мне так идет, девочки. Ай, это как, знаете, какой-то личностный рост, рывок какой-то, переход на новый уровень. Это вот такое сокровище в ближайшее время. И в конце эта карта свечи, это же, повторюсь, это как выздоровление, как снятие вот этого какого-то негатива. Может, такой негатив, вот, в котором вы в последнее время могли пребывать. У каждого там свое. У одних это токсичные на работе взаимоотношения, у кого-то это с партнером. А тут вот ну, шанс опять как будто бы наладить свою жизнь. Ну давайте, вернуть, может быть, яркость жизни, как гармония, ощущение. Так, карта свечи. Ну вот карма, кармический какой-то урок. Вот у вас, давайте так, то самое сокровище, которое появится в твоей жизни в ближайшее время. Вы глобальный проходите тут кармический урок, и вы закрываете его, карма, все. Это связано у многих, в принципе, с, может, длительным периодом, где вами пытались манипулировать, где вам пытались даже через вот тут карта иглы, сердце, вот даже вот какие-то двойственные, какие-то такие, знаете, посылы. С одной стороны, люди могут вам рассказывать, насколько вы там для них дороги, и не все только хорошее для вас типа хотят, но при этом люди вас ранят, вы не чувствуете этой искренности какой-то. Может, какой-то вот круг этих людей, вот наконец-то он отсеется. Ну, как-то мне так идет.
Ну, это замечательно, что тут какой-то, вот, повторюсь, вот глобальный период, какой-то огромный период вашей жизни, он заканчивается, и вы выходите в плюс. Тут очень осознанная женщина. Тут, знаете, правда, для того, чтобы освободить место для того, чтобы пустить в свою жизнь что-то лучшее, там, уж не знаю, людей, которые будут более как-то позитивно на вас влиять, эмоции какие-то. Нужно же перед этим освободить это место, да, чтобы эти люди пришли. Не было куда прийти. Да, и еще тут, смотрите, то самое сокровище, которое появится в вашей жизни в ближайшее время. Карта звезда – это какая-то мечта, то, о чем вы мечтаете, к чему идете, стремитесь, вот то самое заветное. Тут приблизитесь вы максимально к этому. Может быть, вам будут подсказки, как вам проявиться для того, чтобы максимально вот приблизиться, заполучить это. Вот как-то так мне идет. Да, это будут какие-то действительно земные шаги и земные советы. То есть действительно по достижению этой поставленной какой-то вами цели, мечты. Так, ну прекрасно. Кто тут мечтал о любви какой-то новой, неземной, пока я этого не увидела. Процесс выздоровления идет. Вы, когда до конца восстановитесь, наверное, уже и вы другой будете, да, и с более здоровой, извините, как вам, самооценкой в том числе, и, соответственно, и мужчина другой уже подтянется, притянется на эту более здоровую энергию. Так, и ваше состояние через месяц, когда ритм жизни стабилизируется, и вы увидите ценность перемен. Это же очень важно, осознать ценность. Мы можем думать в моменте, нафига мне это? Я вообще другие ждала, дары моря. Я вообще все другое ждала. И что вы тут мне, дорогая Ирина, рассказывали? А вам еще нужно будет осознать. Каждому свое время. Вот пока ваше вот время подходит вот для такого. Но тут классные карты дальше. Слушайте. Ваше состояние через месяц. Когда все стабилизируется, увидите ценность перемен. Первая у меня карта «Окно в иной мир». Еще какая-то информация к вам придет. Это эзотерика, психология, это все сюда. И по компасу вас потихоньку развернут. Развернут от этого какого-то разбитого сердца, от ненужных каких-то иллюзий, от ненужных каких-то переживаний, расстраиваний. Больше ваше состояние, смотрите, меняется по компасу от этого. У кого-то тут прям денежный дождь, монеты будут прям рекой литься, действительно какие-то финансовые у вас вливания будут, шансы какие-то, заработок хороший будет. При этом какие-то иллюзии, так, о чем это? Иллюзии, состояние иллюзии. Подчинение. Карта справедливость. Ох, ё-моё. Эрос опять. И освобождение. Ага. Ну, вы тут, опять-таки, вы от каких-то иллюзий освобождаетесь. Отчасти еще, знаете почему? От ненужных каких-то надежд. Освобождаетесь почему? Потому что вы тут более стабильно начинаете стоять на ногах. Может быть, у кого-то это финансовая независимость приходит. Это все тоже сюда же. Элементарно. Вы как будто бы больше уже сможете распоряжаться своей судьбой, планировать что-то, да, вот тут как-то. И тут смотрите, у кого-то, если вы раньше больше подчинялись, карта справедливость, ну, может быть, там прислушивались и все-таки на первое место ставили там по справедливости это там партнера своего, я имею в виду законный брак, там супруга. В принципе, как будто бы больше как бы родные потребности их закрывали, то тут идет у меня
вы больше будете себе позволять быть женщиной, желанной, прекрасной, сексуальной, и идет освобождение. Освобождение от каких-то, опять-таки, какие-то как программки, ограничения. Тут вы меняетесь, вы более становитесь легкой, раскованной. От вот этих ненужных иллюзий избавляетесь. И последняя карта, я вам хочу сказать, царевна. Тут меня она прям радует, эта карта. Вообще, эта карта, ну, в нашем случае, это женщина, которая себя любит, холит, лелеет. Тут на голову одела корона. Где-то даже позволяет себе какие-то траты, которые, ну, не совсем может одобрять ваш там супруг, избранник. Это из той серии «Зачем тебе еще это?» У тебя там есть 3 там каких-то вечерних платья, да, зачем ты купила себе еще 4-е? А вот вы его увидели, вы влюбились и в это платье, и вы говорите, а мне настроение оно поднимает, ну, не знаю, куда я его буду носить, когда-нибудь я его куда-нибудь одену, ну, вот оно мне нужно. И там отдых какой-то себе, вот там, или поход в какой-то там супер дорогущий ресторан какой-то, который, ну, не совсем вам по карману, да, а вы скажете, а я хочу себя порадовать, а мне вот хочется, и все. Вот как будто бы ваши желания тут выходят на первое место. Ну, мне нравится, девочки. Вот такое у вас будет состояние через месяц, когда все стабилизируется, и вы увидите ценность вот этих перемен. На самом деле вы тут будете себя ставить на первое место, мои хорошие. Где-то еще больше научитесь себя ценить. Богини, в общем. Все. И в конце, девочки, совет психолога. Наша жизнь – это постоянный цикл очищения, где отлив уносит только то, что мешает вам дышать. Психологический так называемый мусор – это старые обиды и ненужные люди. И мой совет – не бегите за уходящей волной, пытаясь спасти то, что должно уже уйти. Посмотрите под ноги. Судьба уже приготовила для вас сокровище, которое станет действительно фундаментом вашего будущего счастья. Все, мои хорошие, удачи вам. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.